Друзья, всем приветики, с вами Дмитрий, мой канал Man in Holland. Я недавно снимал видео, да, ну недавно, это было 4 месяца назад, как я покупал кухню в Германии. А сейчас я решил, сегодня у нас 6 мая, вот я 6 мая решил записать видео, как я подготовлю кухню, ну, то есть само пространство к установке кухни. Извините за такой каламбур. Вот, сейчас вам все покажу и расскажу. И надеюсь, видео получится информативным, потому что тоже смотрю сам из видосов, которые выставляют другие видеоблогеры. Что-то у них учусь и что-то вношу свое и предлагаю на ваш суд. В общем, поехали. Смотрите, вот так выглядит наша старая кухня. Здесь я уже сейчас содрал натяжной потолок. Ну, он примерно выглядит вот так вот, да, вот как у нас в зале. В жилой комнате. Вот так вот выглядит натяжной потолок. Очень удобная вещь, если вам надо спрятать какие-то коммуникации. В данном случае вот эту всю порнографию надо спрятать. У меня было это видео, я буду снимать где-то приблизительно 3-4 месяца. Вот, как и все этапы подготовки кухни, потому что здесь предстоит очень много. И пол будет у меня тоже с подогревом. Здесь будет полностью стеклянная вся вот эта панель, что это вам покажу, может быть, кому-то пригодится. Вот здесь будет стоять кран, только ну, вот чуть-чуть дальше. Он будет сразу с кипяченой водой, кипяток 100 градусов. Там будет сразу минеральная вода в нем. Ну, так вот у нас в Европе есть такая фишка, да. И просто горячая вода. То есть, ну, довольно-таки дорогой кран. Там будет бачок под низом вот стоять. И все это вот я вам все расскажу, сниму, покажу. Все, а я приступаю к работе дальше. И уже на каком-то этапе я буду дальше снимать. Так, друзья, прошло где-то 2 недели после того, как я начал ремонт в кухне. Сейчас я делаю место под выключателем. Вот надо еще чуть-чуть отдолбить здесь, да. Вот я сюда протянул 2 провода еще, один 0 и одно заземление. Для чего нужно заземление? Дело в том, что у меня здесь будет, вот здесь, сейчас здесь половичок такой лежит. Здесь будет подогрев пола, потому что у нас здесь батарея, раньше стояла батарея, там шла. Мы ее убрали, и здесь, если зимой, немного прохладновато в кухне, да. Вот, поэтому я сделал вот такой вот будет, видите, я купил у нас в Голландии, ну, я сам из Нидерландов, как я сказал, продается электрический подогрев пола. Вот, такой вот, видите, вот так. Я потом все это сниму, покажу, так что вы досматриваете до конца это видео, увидите, как я его ложу. Вот, он ультра тонкий, 3 миллиметра всего толщина. Вот. И для выключателей я сделал вот такие вот ну, подстаканники, подвыключательники, да, вот такую вот схему сделал. Почему именно вот такое? Дело в том, что здесь придет стеклянная панель. Видите, вот, ну, примерно вот здесь она будет. Ну, то есть между шкафчиками и столом будет стеклянная панель. И здесь, ну, так как я позвонил, они сказали, необходимо минимальное расстояние для дырок. Вот. Вот, а иначе они не смогут просверлить их и сделать дырки. Да? И я вот так сделал вот такое вот расстояние. То есть, ну, вот смотрите, я уже вам вот показываю вот так вот. Выключатели вот такие тоже. Я их заказал на Алиэкспрессе. 24 евро стоит. Вот так они выглядят. Ну, они здесь имеют функцию Wi-Fi. По Wi-Fi вы можете приложение скачать на телефон и делать меньше, больше света, ярче, тусклее. Вот, это термостат для электрического пола, подогрева. Вот, вот так он выглядит. Кстати, они, наверное, сделаны на одной и той же фабрике. Посмотрите, найдите 5 отличий. Серьезно. Так что у нас в Европе тоже практически все китайское. Ну, не все, но очень много вещей, которые с китайское. Видите, 1 к 1 все сделано. Вот. Ну и вот я вот этот вывел его вот сюда, эти провода. Здесь такое место сделал. И вот я здесь нашел место, не знаю, какой дурачок, когда строил дом, почему на потолке сделана вот такая доска, ну, место, где там вся проводка, ну, для этой комнаты. Не знаю, я бы такое, конечно, не делал. Вот, все, я буду сейчас... Да, еще я скоро пришло, ну, стекла, и я их буду менять. Потом покажу, как буду стекла эти менять. Тоже, если кому-то, может, кто смотрит меня с Нидерландов, пригодится это. Я вот расскажу, как менять эти стекла двойные. Так, друзья, ну смотрите, дальше я хочу поменять вот эти окна, которые я вам рассказывал до этого. Вот так вот они выглядят снаружи. Ну вот в Голландии вот так раньше делали, брали вот такую вот раму из такого вот крепкого дерева, твердого дерева красного, темно-красного. Вот смотрите, так как он выглядит, может быть, видно здесь, вот видите, здесь вот, не знаю, что это за сорт дерева. Сейчас я вытащу это окно старое, покрашу все здесь.
Вот, это вентиляционная шахта, вот, чтобы проветривалась комната, потому что Голландия очень влажная страна, вот сейчас у нас моросит дождик, и надо, чтобы хорошо квартира, дом проветривался, поэтому везде, где можно, вот видите, у нас наверху, вон там стоит тоже вентиляционная шахта, ну, или место для вентиляции, вот, и потом я дальше буду снимать, вам дальше показывать все. Друзья, я сейчас вот к такому вот деревянной планке приклеиваю прокладку, она из какого-то так вот пенопропилена, я не знаю, как правильно сказать. Вот, она самоклеющаяся, очень удобно. Смысл тот, что между вот этой рамой деревянной будет вот такая вот прокладка, потом идет окно само, вот видите, я уже поставил окно, и потом вот эта планка прикрепляет это окно к этой раме. Вот видите, я уже одно окно прикрепил, видите, как оно крепится, очень все просто. Вот, и потом вот в эти пазы, вот где сейчас между окном и этой планкой, попытаюсь все нормально снять, да, заполняется кит. Вот я вам показываю, но это уже будет вторая часть марлезонского или третья часть марлезонского балета. А сейчас надо все хорошо проклеить этой прокладкой, чтобы, во-первых, воздух не проходил, влага не проходила и окно не трескалось там, что хорошо прилегало. Так, друзья, всем еще раз приветики. Продолжаю снимать для вас ремонт кухни своей. Я сейчас нахожусь в подвале, так называемом. Ну, это пространственное помещение под домом. Вот видите, как оно выглядит. Все заизолировано. Почему я здесь нахожусь? Дело в том, что сейчас мне надо протянуть дополнительные кабеля, потому что в кухне будет очень много электроприборов. А когда этот дом строили, то все это было не рассчитано для такого количества потребляемого электричества. Поэтому мне нужно будет как минимум 2-3 кабеля дополнительно протянуть и дополнительно поставить, такие по-голландски это ардлекшакалар, или по-русски, если перевести, переключатели, которые страхуют, если, допустим, вас ударило током, чтобы они сразу выключились. Дело в том, что в Нидерландах на один переключатель такой вот, страховочный, вот, допустимо потребление мощности, электричества 3600 ватт. Вот, то есть, если у вас, например, электрическая какая-то печка, не индукционная, а просто электрическая печка и магнетрон, то это уже сразу идет максимум, потому что, как правило, печки электронные потребляют 2000 ватт, может быть, плюс-минус, и магнетрон, там тоже всегда указано, 700, 800, 900, 1000, то есть как раз вот на один такой вот переключатель вот допустимо такое вот количество электрических приборов. Сейчас вам покажу, как все это выглядит здесь. Я уже, смотрите, протянул на самый верх, где у нас стоит сушилка для белья, электрическая сушилка, там она тоже очень много потребляет электричества, вот, и видите, там уже для индукционной провел кабель, для индукционной надо двухфазной, то есть она моя, конкретно в моем случае, она потреблять будет максимум 8000 ватт, это очень много, поэтому нужно двухфазная, вот. И вон я уже один кабель протянул, сейчас буду второй тянуть. Ну и вот примерно вот так вот выглядит это. Вот сюда идет сверху, он туда идет в ванную комнату наверх, туалет и вода, канализация. Так, друзья, я продолжаю снимать вам ремонт кухни. Все, что я до этого наделал, пришлось переделывать. Смотрите, видите, кабели протянул двухфазный, да? Здесь 5 жил идет. Я до этого протянул неправильной толщины. Для индукционной плиты нужен другого сечения кабель. Вот, пришлось перетягивать все заново. Вот. Из меня такой, говорю, работник, в принципе, что-то научился, что-то нет. Вот, это тоже пришел ко мне один знакомый, голландец, он все это переделал, показал, как правильно это делать. Я сделал на любительском уровне, а вот так выглядит профессиональный уровень Голландии. Это пока еще ничего не подключено. Вот, сейчас я вам еще что-то покажу. Я mache ein kleines Video für mein YouTube channel. Смотрите, вот видите сейчас, как все профессионально сделает он здесь все.
Вот, потому что то, что я до этого протянул эти тонкие кабеля, оказывается, они не подходят по мощности. Там, вот, и поэтому надо все протягивать по правилам. В Нидерландах есть свои правила. Вот, то есть мощность аппарата там и определенный кабель с сечением нужен. Вот. Сейчас сюда добавится еще 5 переключателей, потому что, как я говорил до этого, если аппарат выше 2000 Вт потребляет, то нужна специальная выделенная линия. Правильно я говорю? Вот, поэтому я сначала не хотел, но Яспер меня так убедил, сказал, если ты это не сделаешь, сгорит твой дом, сгорят соседи, и мы заплатим 1 000 000 евро штрафа. Так, друзья, ну вот смотрите, я делаю тут ремонт в кухне, потом я тоже, ну я потихоньку тоже снимаю видео, если кому-то будет интересно, можете посмотреть все это, поставить лайк, если вдруг захотите поддержать мой канал, подписаться на этот канал. Вот, а вот сам этот электрический пол, ну это нагревательные элементы. Вот, они у нас будут идти не там, где шкафы, ну, шкафы бесполезно там нагревать, потому что мы там же не будем ходить. Только там, где мы будем ходить, вон, видите, белое и черное. Вот, где белое место, там будет идти этот электрический пол, но это примерно 2 квадратных метра. И мощность этого пола вот, будет где-то максимально 200 Вт. Ну, то есть немного, будет просто теплый пол и все, достаточно для этой маленькой кухни. Вот, еще я хочу вам сказать, есть различные виды вот таких нагревательных элементов, электрических полов, то есть есть ультратонкие, они где-то около чуть меньше 3 мм, это 4 мм. Ну, я подумал, если взять очень ультратонкие, мне кажется, эти нагревательные элементы будут быстро перегорать, мне кажется так. Вот, поэтому я взял 4 мм толщина вот этого пола. Сейчас покажу, что надо еще подготовить для того, потом, чтобы это все потом подключить. Вот я сделал такую электрическую розетку сюда, провел 230 вольт, видите, вот провода, заземление провел. И теперь вот такая изоляционная труба идет, она сделал место в стене для нее. И единственное, что в инструкции стояло, вот этот датчик, то есть по которому будет мериться температура пола, и 220 вольт, надо разъединить, ну, они должны в разных трубах идти. Но я сделал вместе, потому что не стал здесь городить это все. Я думаю, что ничего страшного нету. Они оба их хорошо заизолированы. Поэтому ничего страшного, я думаю, не будет, не произойдет. Но если произойдет, я вам в какую-то серию тогда выпишу, сделаю видео и расскажу, что у меня ничего не получилось. Вот, идет сюда. Вот смотрите, здесь, видите, показано, эта часть холодная, ну, для дебилов нарисована. То есть сюда идет еще 220 вольт, а здесь уже начинается нагреваться. И вот эта штука, вот это черненькое утолщение, да, место соединения, оно должно, ну, в таком вот, ну, в бетоне проделать место вот такое, видите, чтобы она была утоплена, а иначе у вас будет плитка на ней лежать, и плитка просто лопнет. Вот, и для датчика, вот видите, это температурный датчик, тоже надо, ну, место, вот так я сделал место, такой черный кабель давал, ну, изоляционная труба такая давалась к нему. И вот датчик должен находиться между двух нагревательных элементов посередине, вот где-то, видите, посередине. То есть здесь половина и здесь половина, чтобы он хорошо, точно мерил температуру. То есть он будет давать импульсы здесь будет такой, я потом дальше покажу, стоять термостат. Вот, и когда он будет включаться, термостат, соответственно, дает напряжение на электрические эти элементы нагревательные, и они нагревают этот пол. Очень все просто и понятно. Ну, инструкция для дебилов, но я решил снять видео, потому что я еще смотрел видосики у других блогеров, вот, поэтому я решил снять. Вот, все, я сейчас доделываю это все. Когда я его сделаю, да, этот пол положу, его надо залить таким жидким бетоном, вот, чтобы, ну, потом удобно плитку было ложить. Ну, я, соответственно, вам все сниму и покажу. Пока не переключайтесь, надеюсь, понравится это видео, поставьте лайк. Все, я работаю дальше. Показываю вам конечный результат в плане того, как я вот эти нагревательные элементы разместил. Да, кстати, я прочитал, что под шкафами нельзя поставить нагревательные элементы. Ну, соответственно, понятно, что будет нагреваться дерево. Вот, поэтому я все правильно сделал, надеюсь. Единственное, еще раз скажу, надо померить с помощью вольтметра вот, сопротивление. Вот здесь, ну, то есть вашего датчика и самих нагревательных элементах у вас где-то в инструкции должно быть указано, какое сопротивление. Вот. У меня 250 Ом вот этих нагревательных элементов. То есть это обязательно нужно сделать. Почему это так надо? Если у вас не будет правильного сопротивления, значит где-то она поломалась.
ну, где-то произошло обрывание, поэтому надо обязательно это посмотреть. Потому что сразу здесь была такая инструкция, там сразу было указано, что обязательно проверять сопротивление. Иногда бывают обрывы при транспортировке или вот при укладывании. Вот, и то есть вы зальете бетоном, вот сейчас я буду заливать бетоном, и если не будет этого правильного сопротивления, то, конечно, у вас ничего работать не будет. Не знаю, как у вас, где вы живете. Вот у нас продается, например, в Хорнбахе немецкий магазин. По-голландски это Эхолизация Immortal. Ну, я не знаю, как по-русски звучит. Это, скорее всего, какой-то бетон для выравнивания полов. Наверное, вот так вот будет переводиться. 6 литров воды я добавил на 25 килограммов вот этого средства. То есть там написано 5600, 5700 надо воды, 5 литров 700 грамм. Но я прочитал, 700 миллилитров, но я прочитал, что чуть-чуть пожиже делать. Тогда он более ровно расходится, вот, тогда он более жидкий и тогда более хорошо расходится с уровнем земли. Все, поехал дальше. Ну вот, смотрите, друзья, результат. Быстренько вам покажу, как я выровнял пол. Вот, ну там где-то вот чуть-чуть вылазят эти нагревательные элементы, это не беда, уже потом плиткой все это выравнивается. Главное, что пол получился ровненький, за там практически 5-6 часов он уже практически высох. Сейчас я буду плитку ложить и потом покажу, наверное, подключение термостата. Так, друзья, ну вот смотрите, пришли уже из Германии люди, приехали. Почему в Германии? Ну, просто нам понравилось это качество, ну и дешевле, как я говорил раньше, немного дешевле. Вот такая уже она полусобранная. В Голландии, в Нидерландах они продаются не собранные, как я знаю. Их надо собирать еще. Вот, то есть он приехал сейчас, ножки туда-туда поставил, расставил и все. За 2-3 часа они здесь все установят, потому что у нас уже все готово. Вот. Ну, буду дальше снимать. Вот я уже, видите, пол положил. Практически эти поставил. Ну, еще осталось чуть-чуть, и уже увидите готовую. Так, ну вот смотрите, продолжаю вам все этапы установки самой кухни. Видите, вот это временная у нас сейчас такая ДСП плита придет, потому что гранитовую они сейчас померят и будут вырезать отдельно, ну, потому что, чтобы не напортачить, здесь надо точно померить, потому что гранит у нас дорогой, вот, и поэтому надо так все точно померить. Так что вот так вот, друзья, потихонечку собирается кухня. Это я только что прочитал, где сделали эту кухню. Ну, соответственно, страна Германия. Фабрика называется Нобилия. Я прочитал интересные факты. Она в 1948 году сделана, эта фабрика. И это самая большая фабрика по производству кухонь в мире. Представляете, страна Германия, она поставляет на экспорт в 40 стран. Вот эта фабрика в Германии. Производит каждый день, вдумайтесь, 2600 кухонь. Вот такая вот у меня кухня будет, самой большой фабрики. А сейчас он устанавливает квокер. Ну, квокер это там сразу кипящая такая вода будет и газированная вот из этого крана. То есть будем пить сразу кипяток. Друзья, хочу показать, в чем премиальность вот этой кухни, которую мы покупаем. Ну, не подумайте, что мы там какие-то крутые. Просто я вам хочу сравнить. Вот это наша прошлая кухня, ну, которая там отстояла у нас исправно 13 лет. Мы также покупали в Германии, только в другом магазине. Вот смотрите. Видите, фронт-панель, насколько она толще вот здесь, чем вот здесь. И в Голландии, ну, когда мы просили оферту, нам все давали вот с такой тонкой панелью. И кухня была где-то на 1500-2000 дороже получалась. Да? Ну, с той инсталляцией, которую мы хотели, со всей этой аппаратурой. Вот в этом заключается, ну, ее качество, конечно, очень хорошее у Германии. Молодцы. Так, вот столешница весит, наверное, килограммов 50-70. Ребята, ну вот заканчивается ремонт этой кухни, да. Я сейчас вам покажу последний финальный аккорд, так называемый. Сейчас заказал, ну не сейчас, а месяц назад заказал плиту вот такую стеклянную. Сори. И вот ее сейчас прикрепил с помощью клея, жидкого клея. Вот, ну, черным поставили сюда, не знаю, какой, может, надо было такой другой цвет. Ну, раз это же все черное, так и плиту черную поставил. Все, здесь дырку прорезали мне. Я сразу на заводе заказал, чтобы дырку нам прорезали для розетки. И, в общем, сейчас покажу, как получилась сама кухня. Так, ну что, друзья, вот полгода прошло с того момента, как я начал эту кухню делать. Я показал вам этапы
Сначала подготовки, потом штукатурка, стены, там, электропроводка, пол. Все это вам показал, поснимал. Надеюсь, это вам все понравилось. Вот посмотрите, как получилось. Последнее, вот я вам только что показал, как плиту вот эту я, ну, может, не показал. Вот, ну, не знаю, если понравилось вам, да, такая вот кухня в Нидерландах, вот такие вот мы тут делаем кухоньки. Да, они небольшие, там, я не знаю, 3 метра на 2,5. То есть, она там не 6 метров максимум. 6 квадратных метров. Все, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Пока.